Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. А в прошлом хобби-влоге так уж получилось, что я разбиралась вот в этих блестках, но и решила продолжить уборку, потому что, естественно, перед Новым годом хочется все переложить, переставить. Не знаю, будет ли в этот раз что-то глобальное, я даже сомневаюсь, но в общем, как и планировала, вот эти все блестки, от которых я прям не в полном восторге, я переложила, добавила в проект Project Pen и буду активно использовать. Вот. Да, еще вот эти не положила. Тоже отправляются сюда. Так, сейчас покажу, что дальше. Ну, во-первых, вот это надо убрать отсюда. Следующее, это вот эта коробочка, в которой у меня все эти блестки лежали. Но вообще коробок у меня много, поэтому, возможно, я ее заменю, но это будет чуть позже. Сюда я убрала то, что в запасах. А именно запасы серебряных блесток и плюс новый набор, который я приобрела. Я посмотрела, что у меня есть, а чего у меня нет в икеевской коробке. И вот это вот отправляется сюда пока что. Так, и сейчас я икеевскую коробку достаю. Вот здесь вот у меня хранятся блестки. Я их перебрала, и большую часть, за исключением вот синего такого, ну или какого-то такого цвета, да, и золотого, я все сюда положила. Эти пока у меня еще есть, ну, скоро золото, думаю, добавится. Вот. Давайте покажу, что у меня тут. Ну, зеленый, кстати, вот да, набора с зеленым блестками у меня нет, к сожалению, надо, может быть, и докупить. Не знаю, посмотрю, попользуюсь. Если будет надобность, то можно взять. Вот этот вот из нового набора взяла. Это вот я сейчас добавила, потому что закончилось серебро. Из старого набора, вот который у него гель окрашивается. А вот это из нового набора уже, это ж малиновый, это какой-то красный. Здесь гель прозрачный. Голубого у меня не было. Ну вот золото, как видите, вот столько осталось. А вот этот я брала поштучно, наверное, или в наборе уже, сейчас точно не помню, кстати. Ну да. И вот как раз таки такой, типа, фиолетовый. В общем, это я положила сюда. Ашановская точилка отправилась у меня в пустышки. Также у меня здесь, это я когда гномика валяла, лапки не получились, а растушевывать очень удобно. Так. Теперь я хочу разобраться вот здесь с гелевыми ручками, потому что тоже появился новый набор, надо посмотреть, что оставить, что добавить. Ну, потому что и так места нет, и если еще положить просто сразу весь набор, то получится какая-то ерунда. Вот этот карандаш вообще здесь должен лежать. Тут вот у меня где-то серебро как раз было и уже на грани. Взяла я вот эти все ручки, которые у меня есть из Fix Price. Серебро, я не знаю, то ли я в пустышке отправила, то ли в какой-то раскраске лежит. Так, еще вот это вот колпачок здесь.
Ну и, короче говоря, я из нового набора пока добавляю только серебро. Все остальное пока что нормальное, поэтому я вот эти ручки убираю 5 штук в запасы, чтобы они не потерялись и место не занимали. Так, ну и здесь сейчас я то, что меньше всего использую, на донышко положу. То, что больше всего использую сверху, конечно же. В этот раз у меня опять же будут добавлялки в проект Project Pen. Я подумала, что у меня есть карандаши, да, которые, казалось бы, сами по себе мне нравятся, но какие-то цвета у меня используются крайне редко. Даже если в целом, да, например, вот желтый набор Ашан с птичкой, да, вот 2 цвета, вот этот яркий, он у меня используется, хотя это еще не самый яркий, но в общем он у меня используется. Например, вот эти 2 цвета, они побледней, и они у меня используются крайне редко. Это Lemon Yellow и Ivory Yellow. Я их положу в проект Project Pen. Потом из набора Ашан с птичкой у меня почему-то, казалось бы, мятный оттенок используется тоже редко. А там в Project Pen у меня вот Spring. Что-то такое тут уже стерлось. Не хватает как раз такого цвета. Я подумала, что хорошо бы его добавить туда. Вот. Все остальное пока отправляется сюда. Тут у меня то, что я брала поштучно, плюс Ашан с птичкой, фикс прайс. Вот. Ну и как раз Коханура. Теперь, ну, мэджики, понятное дело, у меня большая часть вот в контейнерах лежат, потому что я периодически, вы знаете, стала ими раскрашивать, но как бы в основном просто лежат. А есть цвета необходимые: коричневые, серые, зеленые, которые используются постоянно. Часть из них задействована сейчас в раскрасках. Короче, это все тоже кладется сюда. Вот. Так, это вообще должно быть здесь. Дальше ручки Crown. Кстати, вот мне ручку Оксана дарила. Тоже уже закончилась, к сожалению. Значит, пора убрать в пустышки. Сейчас соберу все Crown. Ручки Crown идут сверху. Вот эти металлики. Ой, господи, фикс прайс. Дальше металлик Берлинга. Набирала поштучно себе разные цвета. И Pentel. Это, наверное, в Project Pen. Хотя, что это за ручка? Нет, она не в Project Pen. Это черная ручка. В общем, с блестками. Это вообще редкость. Поэтому она у меня здесь, собственно, и лежит. Теперь нужно разобрать вот здесь. Сейчас я разверну. Вот здесь разобрать. Ну а коробочка по Project Pen пополняется. Тут у меня, в принципе, ничего такого лишнего нет, поэтому просто протру, так как карандаши бывают и ломаются. Вот. И сложу все на место. У меня тут и Ашан с птичкой, и фикс прайс мэджики, и двухцветные, и трехцветные, Лира, Сплендер,
В этом отделении еще у меня лежит линейка, удлинитель для карандаша, ластик. Здесь же лежит еще блендер от карандаш. И еще забыла BG Metallic, который я тоже храню здесь. Ну и одна из точилок. Теперь буду разбираться в этом отделении. Здесь у меня сухая пастель Мура поштучно. Но тут особо и разбирать нечего, просто сложила аккуратно и все. Теперь в этом отделении. Здесь у меня хранятся карандаши Мастер-класс, Виста Артиста, Полихромос, Призма, Дервенты. Ну, то есть то, что я брала поштучно. И там мне Оксана еще присылала. Ну вот, кстати, серебро нашлось из Fix Price. Но тут совсем немножко, поэтому я... Пусть будет 2 ручки здесь, не страшно. Тут у меня еще белая ручка, я ее перекладываю сюда. И черную я брала, Big, очень прикольная. Вот. Так, ну в принципе тут еще лира. Я думаю, пусть лежат вместе с корректорами. Так, немножко поперебирала. Вот сразу и место образовалось. Достала коробочку, где хранятся запасы. Тут у меня и блокнот, вот этот корректор, и 2 от Берлинга лежат. Ручки Краун и белые, и такие вот добавились из Fix Price. Красивая, конечно, коробочка. Очень. Я в прошлом влоге-то не показала. Поставила елку вот сюда, такую маленькую. По-моему, когда-то то ли Fix Price, то ли в Ашане покупали. У меня 2 такие, синие, вот эта и золотая. Ну, в общем, так, нарядила ее немножко. Можно... у меня есть гирлянда, в теории можно ее добавить. Я посмотрю, если она мне ни для чего другого не сгодится, то я добавлю какую-нибудь гирлянду. Заодно вот еще хочу показать. В прошлом видео я доставала вот эти вот блестки, гели и тому подобное. И вот неоновые, я же как-то их пробовала в раскраске, вот в маленькой покет раскраске единороги, да, я люблю раскрашивать единорогов. Там я воздушные шарики ими раскрашивала. Ну, ложатся эти гели неровно, но в принципе в плане вот воздушных шариков это еще можно раскрашивать в каких-то таких детских раскрасках. Но вот еще где-то я их не применяла. Ну вот я их нанесла чисто как контур вот здесь и довольно плотненько. Быстро высохли. Прям вообще нет ни липкости, ничего. Такое чувство, что это как пластик какой-то. Неплохо. Вообще все здесь подсохло, все хорошо. Ну, вот с пользой получается, что поперебирала всякую там канцелярию. Потом здесь будет глобальная, конечно, уборка. Но я имею в виду, что я буду все полочки протирать, все коробочки протирать, понятное дело, перед Новым годом. Но это чуть-чуть попозже будет. Я сейчас, как водится, протру стол. Это то, что там ежедневно делается. А все остальное будет чуть позже, потому что еще успею все это попачкать. Сейчас в этом никакого смысла нет. Так, ну и тут то, что выбросить надо, на мусорку отнести. Вот. Еще доставала такой блокнот, потому что для одного вебинара нужна мне была тетрадка. Я ее не могла здесь найти. Думаю, возьму, схватила этот. Но в итоге тетрадка обнаружилась. Тем более, что это такой вот
типа ежедневник, он особо для записи-то и не подходит. Это тоже когда-то давно покупала Fix Price. Так, его еще ставить по ходу действия можно. Мне очень нравятся вот такие вот текстовыделители. Сейчас я их что-то в Ашане не вижу, но уже давно ими пользуюсь. Это А+, как-то так называется, двусторонний текстомаркер. И, не знаю, уже второй маркер попадается с такой вот темой, что, ну, здесь, видите, такая жидкость. И у зеленых, вот в Ашане, например, сколько раз попадалось, что пишущего узла не было именно на зеленых. Другие цветовые сочетания, с ними все в порядке было. Вот. Ну, в общем, желтый я доиспользовала, уже тут жидкости нет. А зеленый я пишущий узел с другого сняла, с которым все было в порядке. Но, к сожалению, жидкость так и не стала поступать. Видимо, там что-то еще такое случилось. Так что, по идее, уходит в пустышки. А добавляю в использование вот этот маркер. Он тоже из Ашана. В принципе, мне нравится. Как марка называется, не знаю. Может быть, та же Ашан с птичкой. Зеленый уже плохо пишет. А вот вот здесь можно. Ну так, он еще пишет, но плоховато. А оранжевый нормально. Он еще плоский. В руке держать удобно. Я использую, когда, ну, что-то раскрашиваю, записываю. И, ну, когда раскрашиваю, вычеркиваю, в общем. Поэтому этот ставлю в использование. Да, и решила, вот пока искала запасной текстовыделитель, я нашла вот эти вот из Fix Price скрепочки, закладки. Их, в общем, буду как закладки в раскрасках использовать. Тут вон божьи коровки, всякие пчелки, бабочки, цветочки, солнышко. Красота, в общем. Это я также уберу в коробку Икея. У меня там же лежат всякие закладки. И, в общем, удобно будет оттуда брать. Так, и сейчас я запишу в свой блокнот, что я не по плану раскрасила. Это вот как раз будет мандалы. И вот здесь вот у меня 2 иллюстрации раскрашены. Поэтому сейчас все это запишу. У меня просто не было ни времени, ни сил на это. Немного тут стол протерла, еще какие-то дела сделала. И взяла раскраску Хьюги Матильды Андерсон. Здесь я выбрала уже себе иллюстрацию. И это будет вот это. В теории можно, конечно, раскрасить разворотом, но я не хочу. Сделаю одну иллюстрацию. Сейчас попытаюсь как-нибудь книжку раскрыть получше. Не хочется, чтобы она разваливалась, но пока что она у меня более-менее. Не люблю я вот эти страницы, где вот такое расстояние. Примерно я представляю, как я буду раскрашивать. Фон будет сухая пастель. Потом я возьму, например, белую ручку и пройдусь по контуру. Ну, а здесь будут, наверное, карандаши. Карандаши я, честно говоря, не знаю, какие я возьму. В общем-то, абсолютно без разницы. Можно хоть вот эту коробочку опять же открыть. Или там... в общем-то, я всю канцелярию свою люблю, за редким как бы исключением. Так, с этой стороны ничего в целом-то не раскрашено.
И знаете, что я сделаю? Я давно хочу пораскрашивать вот этими акварельными карандашами сонет. Я когда-то уже говорила, что брала на пробу, чтобы понять, какие именно я хочу, потому что Лира Осилис, они, конечно, нормальные, но я понимала, что нужно искать что-то другое, потому что там поштучно докупать нельзя, а из-за любимых цветов 36 штук брать, ну, как бы это глупо, не говоря уже о том, что и качество у них испортилось, к сожалению. Ну вот, и я тогда в Леонардо взяла сонет, 6 карандашей, а уже Виста Артиста взяла 12, и Монделуза еще 12 брала в другом месте. Вот, ну, в итоге остановилась на Монделузах. Для Виста Артиста я тоже нашла применение, вы знаете. Они у меня частенько мелькают в видосиках. А эти лежат. Но лежат они у меня, в принципе, не потому, что здесь 6 цветов. 6 цветов, тем более акварельных карандашей, это за глаза достаточно, как говорится. Вот. Ну, как-то так получилось, что лежат. Ну и мне кажется, что здесь будет отличный момент немножко ими пораскрашивать. Ну, все равно же нужно их расходовать. И не могу сказать, что они у меня прям занимают место и очень раздражают, но... Да, они меня вообще не раздражают, но я же их купила. Будет неплохо попользоваться. Потому что я сначала сделала какие-то свои первые впечатления, да, и в итоге купила большой набор манделузов, но впоследствии и как бы и Виста Артиста я использую, а эти так и лежат, и какого-то особого мнения у меня о них нет. То есть я не в восторге от них, но и ругать их не могу. В общем, сейчас буду раскрашивать. Собственно, что я уже и делаю. Как всегда, вот немножечко и потом размою. Но это что касается коньков. В общем, давайте сейчас этим и займемся. Я возьму кисточку. Не поняла, что с ней случилось. А нет, все в порядке. Так. Хочу посмотреть, как они размываются, протекают, не протекают. Не, ну, ими нужно просто почаще пораскрашивать, потому что, естественно же, что карандаши ведут себя на разные бумаги по-своему. Поэтому сразу так впечатление какого-то составить будет сложно. Угу. Ну, все-таки Виста Артиста и Монделуза будут лучше, чем сонет. Надо попробовать будет на акварельной бумаге. Вдруг мне понравится. Не, ну, правда, если даже мне понравится, в раскрасках акварельной бумаги нет. Поэтому тут как-то так. А может, я еще просто не привыкла к ним? То есть они вроде как и размываются, и цвет тяжеловато, мне кажется, растягивается. Главное, чтобы не было грубых каких-то вот этих моментов. Все-таки хочется плавности. Так. Может, и сойдет. Может быть.
Мне как-то хочется чего-то такого нежненького. В жизни это поярче, правда, выглядит, чем камера передает. Ну вот чем одежду раскрашивать, я пока честно не знаю. Ну, допустим, это будут носки, например. И пусть они будут поярче. Я буду здесь раскрашивать по тому же принципу. Просто здесь элементы помельче и должно быть более яркие получиться они. Посмотрим, что выйдет. Или же будет точно так же нежненько. Ну да, они какие-то такие странненькие карандаши. Вот в руке мне их держать приятно. Они деревянные, у них достаточно приятное покрытие. Но в целом... Вот я теперь понимаю, почему и не тянется рука. Просто у меня как-то запало в голову, что ну да, я ими редко раскрашиваю. То есть раза два-три. Ну а сейчас вот еще раз попробовала и понимаю, руки к ним не тянутся вполне естественно. Что если карандаши реально классные, так или иначе они где-то будут использоваться. Ну, неплохо, просто вот очень-очень даже необычно, совсем средненько. Так, ну а с обратной стороны что происходит? Ну, вот здесь видно, но пока тут мокро. Поэтому, может быть, подсохнет и все будет хорошо. Так, дальше. Типа штаны. Штаны пусть будут зеленые. Опять же по тому же принципу. Вот они, не знаю. Да, что-то мне они не нравятся. Я еще шнурки не раскрасила. Я только купила себе ледянку. Покаталась, да, пару раз на ней. И тут мне пришла рассылка от одного магазина, что появились в продаже тюбинги с космическим дизайном. Еще батарейки туда вставляются. Я, правда, не поняла для чего. 3 какие-то режима, ну, может быть, светится. Я вообще, знаете, прям, да, прикольно. Прикольно. Нет, ну там, правда, ценник довольно немаленький. Ну, вернее, как, он обычный. Там они от 1600, по-моему, были. Ну, и они так и в Ашане стоят. А вот этот вот тюбинг, который мне понравился, он 3 с лишним тысячи стоит. Вот. Но в целом я и в том году смотрела, они плюс-минус столько же стоили. Но такой дизайн, если брать, то, конечно... Я просто понимаю, что в районе у себя я кататься не буду. Мне это не очень интересно. Хотя у нас тоже есть, я думаю, хорошие места, даже банально покататься за домом на горке. Ну уж тем более пойти в парк Кусково, там, где музей-усадьба, все дела. Но я туда точно не хочу идти. Абсолютно мне это не интересно. Вот. А ехать специально
парк Ходынское поле. Ну, во-первых, я туда хожу из студии. И идти с такой громадиной, и при этом ехать еще в студию с этой громадиной, ну, это как-то странненько. Вот. Мне кажется. Поэтому, не знаю, наверное, это лишнее. Может быть, если бы я, допустим, была бы за рулем, ну, хотя, опять же, была когда-то. Но я ездила только на дачу, поэтому по городу я просто считаю, что, ну, как-то по городу это далеко не всем актуально кататься. Поэтому смысла нет в тюбинге, конечно. Ну, очень красивый дизайн. Ладно, может быть, попадется, например, какая-нибудь небольшая, вот как я себе купила, ледянка с красивым дизайном. Пора снимать пустые баночки, видимо, у меня. У меня вообще что-то сегодня все падает. Глобально. Это значит, надо делать какой-то передых. Но пока это не получается, с другой стороны, может быть, и стоит себе дать вообще от всего один день отдых, именно сидеть чисто для себя, раскрашивать, возможно, спать или что-то смотреть, потому что я что-то ловлю себя на мысли, что, ну правда, как-то уже что-то у меня за последние дни прям на меня навалилось разного, странного. Хотя и много хорошего происходит. Не могу пожаловаться. Но так. Слушайте, это что-то. Ладно, я на него не нажимала, кстати. А при этом карандаш очень мягкий, между прочим. Вот из всех он прям... Ну, они как бы и не жесткие, да, но вот этот карандаш, он прям максимально мягкий. Им очень комфортно раскрашивать в целом. Ладно, не буду себя настраивать так. Не, ну я себя всегда хорошо сейчас настраиваю просто. И тогда на горке на меня влетели, как раз-таки на ватрушке. И нужно будет покупать держатель для телефона, потому что он тогда пострадал. И сейчас вот у меня телефон грохнулся. Я не знаю, как здесь получится. Соединяю два цвета, а что будет, непонятно. Причем я так в хаотичном порядке. Все равно это все размоется. Ну, кстати, заодно и посмотрим. Вот как размоется, когда именно и неаккуратно вот так вот все это делаешь. Слушайте, что за день, а? Я уже боюсь, он же вроде только-только это самое. Что происходит вообще? Я даже вырезать это не буду, потому забавно.
Ну, да, надо к этому ко всему попытаться просто с юмором относиться, дабы не портить себе настроение. Но с другой стороны, смотрите как, раньше бы я начала бы нервничать. Не, ну я вчера свое нанервничалась. У меня и ушастому влетело. Но вчера я не только я нервничала, потому что я, да, у нас слышала в подъезде, как пока, ну, закрывала дверь, с собакой собиралась, то из одной квартиры, то из другой доносились какие-то нервные крики. Поэтому, может, вчера день такой был. Но я стараюсь с юмором отнестись. Я еще параллельно снимаю лайв-влог, потом новогодний влог. Его бы уже... Я надеялась, что хотела вчера его закончить, но не закончила, потому что, ну да, не буду рассказывать. Вчера было не совсем весело. Вот. Сейчас поснимаю влог, и нужно будет действительно новогодний влог закончить, там убрать икеевские контейнеры, чемоданчики эти на шкаф. Ну, мы покупали специально, чтобы они не выделялись, все были одного размера, цвета. Вот, и там елочные игрушки хранятся. Я из тех игрушек, что у меня были, а у меня их очень много, я почти ничего не взяла, хотя обычно я и советские игрушки люблю вешать. Но в этот раз почти все были новые. Ну, вот мне как-то именно так захотелось. Это нужно сейчас убрать. Опять же, хотела убирать вчера, но вчера был не вариант. Я просто вот после того лечебного голодания я еще в раздумьях, набирать мне мышечную массу или не набирать, потому что... Но я пока не решила для себя, что именно я хочу. Потому что когда-то я прям хотела гору мышц, но я сейчас не уверена, что я этого хочу. Вот. И я вообще в каком-то таком раздумье, поэтому я еще вообще мышцы как-то так, они в тонусе, но не в том, например, чтобы тягать много тяжестей. Я сейчас не в зале не тягаю, не в быту пока что. Из соображений безопасности. А вот пару дней назад, когда я наряжала елку, я подняла тяжести. Вчера я это, конечно, разгребала. Обычно я килограмм 20 могу спокойно поднять. Ну вот, а вчера у меня последствия были такие. Не смешные. Так, это у меня ушастый там посапывает, если что. Вот. В общем, на все, чтобы вот сейчас смонтировать, озвучить, пару часов уйдет. Потому что материала много. А потом нужно уже наконец-то приступать к маловарению. Я вот даже уже серьезно задумалась, что
Ну вот даже в этом году я уже была уверена, что я в маловарение вернусь, и что-то пока никак. Все на одном месте. Может быть, и не надо мне. Не знаю. Взяла еще Дервент граффитинт. Хочу вот здесь добавить. Не факт, что это здесь подойдет, просто я же решила с сонетом, а из добавлялок думаю, ладно, добавлю вот этот. Но он может протекать. Ну вот, зато, знаете, совсем другое дело. Конечно, если сравнивать с мандалузами, мандалузы размываются, как по мне, лучше. Но опять же, в зависимости от бумаги. Эти при тех же условиях размываются хуже. Но сравнивая с сонетом, эти прям как по маслу идут. Ну, мне просто нужен был другой оттенок. Да вроде какой-то катастрофы здесь нет. Сейчас вот это все подсохнет. Здесь будут берлинга. И когда все подсохнет, я сделаю фон тогда сухой пастелью. И потом уже примусь за белую ручку. Как правило, она, когда соединяется с сухой пастелью, получается очень прикольный эффект. То есть уже не что-то белое, а такое розоватое, что ли. Ну, я имею в виду, что тот цвет, который я здесь буду использовать. Вот. Ладно, это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.